Я перепробовал десяток разных рецептов батона. И для новичков, и для тех, кто не хочет париться заквасками. И вот он, единственный и неповторимый, который вы должны обязательно попробовать хотя бы раз в жизни. Грузить тонкостями технологии и ненужной терминологии не буду, но есть несколько важных моментов. Допустим, как вот эта вот возня с кипятком и мукой даст моему хлебу дополнительную природную сладость, причем без увеличения количества сахара. Но еще круче — это продлит влажность хлеба на 2, а то и 3 дня. А это, водно-мучная кашица, щепотка дрожжей, улучшит аромат и вкус хлеба и не так быстро заплесневеет, если только не лапать с грязными руками, конечно. Так, и если на кухне холодно, то заварку я пару оставляю на столе. Но если жарко и лето на дворе, то лучше в холодильник, иначе хлеб кислым выйдет. Замес теста делаю с утра. И тут такой момент, что надо самим решить, скидать все в миску и замешать, либо смешать вчерашнюю заготовку с водой и мукой и оставить на полчаса на столе. И так хлеб получится достойным. Но смысл этих танцев с бубном в том, чтобы легче и эффективнее замешать тесто. Это, знаете, как из грязной засохшей тарелки легче отмыть, если ее предварительно замочить. По этой же причине и все остальные ингредиенты добавляю по очереди. И только масло всегда идет в конце. Долго объяснять. И еще маленькая ремарка. Пожалуйста, не используйте старое и прогорклое масло. Эта горечь обязательно пойдет в хлеб. Кунжутное масло тоже на любителя. Пробуйте его на вкус. Оно должно быть приятным и именно для вас. Сливочным заменить можно, но это уже другой рецепт. А самое нейтральное по вкусу — это оливковое рафинированное масло, специально для выпечки. Хорошо замешанное тесто тянется как разжеванная жвачка. Это нужно для пухлой формы и такого, знаете, волокнистого и жевательного хлеба, хотя тоже на любителя. Но если не получилось, то не мучайте тесто. Перегреете его, хлеб лепешкой будет, но тоже очень вкусный. Тесто надо округлить, но оно очень липкое, как лента для мух. И тут ваш лучший друг — вода и скребок. А масло и муку на этом этапе я не использую, так как оно не испаряется в воздух, а идет в тесто и меняет его рецептуру. Хотя, смотрите сами, на ваше усмотрение. Так, и если тепло на кухне, то оставляю на столе. В противном случае убираю в духовку с включенной лампочкой. И через час делаю хотя бы одну обминку, то есть растягиваю и складываю тесто. Это важный момент по многим причинам. Это и вкус, и форма, и лишние газы, и уравнивание температур, очень много чего. И обратите внимание, готовое тесто должно быть живым, таким мягким, воздушным. И чтобы такое жидкое тесто держало форму и хлеб получился пышным, важно при каждой его манипуляции, будь то округление, деление или формовка заготовок, нужно его как бы растягивать с натяжением. И пока тесто отдыхает, самое время приготовить болтушку. Все смешать и оставить в тепле. Но не все так просто, как хотелось бы. А проблема в рисовой муке. Можно самому в кофемолке смолоть, но нужно постараться, иначе получается слишком крупная фракция и хрустит, как песок. В магазине нарвался на рисовую муку с улучшителями, и получился такой вот тюлень, а не леопард. И потом все-таки нашел нормальную чистую муку, но она как крахмал, питала в разы больше воды, и пятна более крупные. Тут, в общем, пан или пропал. Консистенция может быть разной. Это влияет на толщину и размер пятен. Но главное, чтобы держалась как глазурь и не стекала. И еще такой момент. Если тесто при растяжении руками стягивается назад и хочется взять скалку, значит оно у вас еще не отдохнуло. Далее тесто складываем самолетиком и скручиваем с натяжением. Тут, к сожалению, нужна практика, так как если надорвете спинку заготовки, то в этом месте ее разорвет, а если не натянете как следует, то получится чиабатта. Уложите заготовки максимально далеко друг от друга, иначе в духовке в этом месте между заготовками будет большая разница температуры, и их разорвет по бокам, либо деформирует. Сейчас зима и очень холодно, поэтому расстойки делаю в духовке с паром для более пышного и воздушного хлебушка. На полпути до окончания расстойки смазываю болтушкой. В идеале отправить назад в духовку, но она уже разогревается под выпекание, так что оставлю на столе, как есть. Под конец расстойки должна была получиться такая вот пышная шапочка с трещинами. Но дрожжам в болтушке не хватило тепла подняться. Дольше лучше, конечно, не держать, а то заготовки могут поплыть. И выпекаю я на разогретом противне. Духовка у меня старая, низ плохо греет и могут бледными остаться. Еще, по желанию, можно пар подать. Он помогает хлебушку дольше и пышнее подниматься. Только стекло накройте тканью, может треснуть. Выпекаю с конвекцией для более равномерного распределения тепла, но она не особо эффективна в моей духовке, поэтому еще на полпути переворачиваю. Муку со стола не выкидывайте и пересыпьте в банку, где была опара. У вас наверняка останется часть болтушки. И ни в коем случае не выливайте, а добавьте ее в банку, где была опара и остатки муки со стола. И добавьте грамм 100 воды, чайную ложку сахара, щепотку соли и муки, грамм 80.
и уберите до утра в холодильник. А с утра пожарите замечательных нежных оладушек. Да, и чуть не забыл, самое важное. Мука нужна хлебопекарная. От ее качества и свойств зависит вкус, аромат, брожение, текстура, в общем все. И учтите, что мука одного и того же производителя имеет сезонность и свежесть помола. От этого многое зависит. Например, мой хлеб на муке летнего помола и осеннего. Поэтому в пекарнях и применяют всякие разные стабилизаторы и улучшители, чтобы каждый раз получался 1 к 1. Еще, кстати, я заметил, что зимой всегда сложнее выпекать хлеб, и строже надо следить за технологией и температурными режимами. Ну и третий, один из самых главных факторов, это, конечно же, духовка. Мне есть с чем сравнить. И в профессиональной печи даже простой, скомканный и брошенный кусок теста превращается в великолепную выпечку. И, пожалуйста, не отчаивайтесь, если тесто совсем не получается и разваливается. Просто запеките его в форме, и оно все равно будет очень вкусным. Хрустящая корочка у хлеба только первый день. После 4 дней хранения он остался таким же мягким. Аромата, конечно, первой свежести уже нет, но стоит разогреть его в духовке или той же микроволновке, он вновь оживает.